Всем привет! Сегодня мы с вами говорим о брови как об объекте изучения. И давайте для начала определимся с терминологией, чтобы мы с вами не путались в дальнейшем, когда я буду говорить, чтобы вам было понятно, о какой части брови, например, я говорю в данный момент. Итак, у нас есть головка, у нас есть излом, внешний и внутренний. Некоторые говорят апекс, но я привыкла говорить излом, и, скорее всего, вы чаще всего будете от меня слышать слово излом. У нас есть хвостик, у нас есть тело брови, и все это дело у нас делится на части еще. То есть, если обвести бровь, такую классическую. То есть о формах мы поговорим чуть позже. Сейчас просто говорим о терминах. То есть примерно хвостик входит дважды в тело брови. И это у нас первый блок, это второй блок, а это третий блок. И получается, первый блок у нас то место, где располагается головка. Можно сказать, что это, в общем-то, блок, который весь головка. Просто чаще всего вот эта часть первая, она совсем рыхлая, полупрозрачная. То есть, когда вот в этом случае, видите, ярко выраженные такие широкие, густые брови, которые попадаются на самом деле довольно редко, и здесь, получается, вся первая часть вот этого первого блока, внешняя часть, она довольно густо и такими ярко выраженными волосками заселена, поэтому она такая яркая. Но чаще всего вот в этой зоне у нас вообще полупрозрачные волоски, и все-таки нужная часть. Получается, мы будем строить, когда бровь, она начинается, чаще всего эта часть вот от этой вот ямочки, видите, да? Вот здесь уже начинаются первые волоски, а дальше пошла уже основная насыщенность. Поэтому все-таки считаем, что первый блок – это головка, просто вот эта вот первая часть – это совсем прозрачные волоски, чаще всего, еще если вы хотите прям очень реалистично рисовать, они растут в другую сторону, но об этом тоже чуть позже. И получается, вот это у нас тело, где расположен чаще всего основной пучок, основная насыщенность. И именно там происходит вот это соединение плоскостей, когда волоски идут вверх и волоски идут вниз. То есть вот эта вот линия гид, о которой мы тоже будем очень много говорить, она почти всегда проходит именно в этой части, в серединке. Она может идти вверх, она может идти вниз, она может быть вот такой вот параллельной, но об этом тоже позже подробнее будем разговаривать с вами. Что еще можно сказать? То есть каждая из этих частей тоже может поделиться в свою очередь на какие-то равные промежутки. Это все для того, чтобы вы могли точнее замерить, точнее перенести бровь с левой на правую сторону. И вот это вот все. Итак, дальше о чем мы говорим? Для чего вообще бровь нам нужна, в принципе? Может, многие не знают, и вам это поможет в общении с клиентами. Бровь создана природой для того, чтобы отводить воду, которая стекает сверху. И чаще всего это дождь и пот. И обратите внимание, что вот смотрите, если вот сюда будет течь вода, то она либо уйдет вот сюда и по переносице уйдет вниз, либо вот в эту часть, смотря как вы наклоните голову. И даже волоски, которые растут на брови, они расположены таким образом, что если наклонена голова немножко в сторону, то вот сюда, если вода попала, то она не пойдет никак в глаз, она пойдет вот по этим волоскам, они прям вот такие вот всегда пологие, на всех, на 90-95% клиентов они всегда такие уже мягкие, пологие, более длинные. Вот. И вот здесь вот тоже, если вода попадет, то вот она вот по этим волоскам стечет, вот сюда пойдет и мешать вообще глазу не будет. Плюс, что такое у нас надбровная дуга. Это то место, на котором бровь расположена. И надбровная дуга – это у нас вот такой стык плоскостей, вот этих вот трех. То есть это у нас лоб, это у нас висок, и вот сюда, в глазницу, у нас уходит уже тоже другая плоскость. То есть вот на этом стыке костей располагается бровь. И я очень часто, и наверняка вы тоже, если кто-то удаляет лазером, вы наверняка видели прекрасные брови, а вот здесь вот сверху вот так вот нарисованы то, что клиент удаляет, какой-то вот такой трэш, когда хотели повыше, сбрили брови, выщипали их и нарисовали повыше. А потом человек одумался, опомнился, и начинается бесконечное удаление. Поэтому очень важная
часть работы мастера – это определить, где именно бровь должна располагаться. Итак, с названиями, с терминологией мы поговорили. У нас есть головка, у нас есть излом, у нас есть хвостик, у нас есть тело брови. У нас есть максимально насыщенная часть в середине, будем называть ее линией гидом. То место, где соединяются у нас волоски, растущие вверх и вниз. И теперь мы с вами поговорим об надбровной дуге поподробнее, потому что это очень важная часть. Так, и мы пойдем вот сюда. Так, смотрите, это у нас скелет и человек условный. То есть вот эта часть у нас глазница. Как видите, она гораздо больше, чем глаз, и несет важную часть и важную функцию. То есть глаз, помещенный вглубь глазницы, защищен вот этими костями, вот этой надбровной дугой и скулой. Это самые выпуклые части на нашем лице. И глаз всегда как бы утоплен. Есть некоторые болезни, такие как Базедова болезнь, какие-то особенно выпуклые глаза большого размера, которые даже как бы сбоку, когда смотришь, выступают вот за эти части нашего лица. Но, в принципе, любое лицо, если вот так прямо ударить или упасть, повредится нос, там лоб, не знаю, скула, но глаз должен остаться нетронутым, потому что без глаза, скорее всего, живое существо, такое как мы, примат, человек, обезьяна, ну и вообще не выживет. То есть мы нуждаемся в носе меньше, чем в глазах. Наверное, вы все это понимаете. И вот именно для этого у нас создана надбровная дуга и вот эта вот выпирающая кость по низу. Глазница выслана у нас жиром, там внутри везде такая подушка из жира. И на самом деле, так как вы в основном работаете, как и я, наверное, хотя я работаю чаще с мужчинами, чем с женщинами, но основной контингент это все-таки женщины, поэтому я хочу сказать, сделать на этом акцент. То есть, так, секундочку, куда-то у меня убежала. Вот эта часть, смотрите, вот эта часть и вот эта часть. Это жир, жировая прослойка, и она идет еще и за глазное яблоко. Вот эту часть мы видим, и вот здесь вот у нас до вот этой прям кости, вот здесь вот если пощупать, у некоторых иногда бывает даже выпирание, это грыжи называются, когда вот эти части жира сквозь тонкий слой вот этих мышц начинают выпирать. И есть такие нюансы, чтобы вы не путались. То есть вот это вот место, такой некий треугольничек, который над глазом, из которого начинает расти бровь. Чтобы не путали, потому что иногда бывает эта грыжа, прямо она смотрится прям как треугольничек. У меня такая была, поэтому не от нее мы начинаем рисовать бровь. То есть вот примерно вот этот треугольник, о котором я говорю, то есть это кость, которая от носа плавно переходит в надбровную дугу. Она как ориентир служит. То есть вот здесь уже дальше идет в глубину все. И волоски на брови начинаются на вот этом треугольничке. И вот в этой части расположена наша бровь. Всегда. Даже если, смотрите, вот такое лицо. То есть вот эта зона, о которой я говорю. Вот этот еще костяной треугольничек, от которого начинают расти у нас брови почти всегда. А вот эта зона уже мягкая. Вот эта зона. Вот здесь вот у нас вот эта кость. Это, кстати, очень такие интересные, глубоко посаженные, с маленьким количеством жира глаза, довольно сложные. Но вот эта зона все равно у нее мягкая. Вот здесь уже идет кость. И вот здесь вот, по идее, должен быть жир, но видите, здесь такие глаза сложные. Ну и вот эта зона тоже у нас, то место, где лежит жир. Ну, просто чтобы вы понимали строение глазницы и понимали, где расположена бровь. И вот такие брови я бы предпочла дорисовать, например, чтобы приподнять, например, вот эту часть, может быть, чтобы опустить головку, но не удалять, потому что брови, нарисованные вот здесь вот, ну, будут смотреться нелепо, потому что все равно... Посмотрите,
хорошо видна надбровная дуга. Вот она идет. Особенно на лице, у котором очень мало жира, она всегда очень хорошо видна. Может быть, даже если эти брови удалить и нарисовать чуть-чуть повыше, то спереди, вот прямо абсолютно, может быть, и будет как-то прилично смотреться. Но чуть-чуть человек повернет в сторону голову, сразу будет видно, что бровь нарисована выше надбровной дуги. Это не смотрится натурально. Поэтому вот конкретно в этом случае, вот в таком случае, когда брови лежат низко, когда глаза глубоко посажены, вы все равно не можете поднять бровь выше, чем вот я сейчас рисую, нарисовав уголок. То есть вы никак не можете нарисовать бровь вот в этой части. Никогда и ни за что этого не делаете. Бровь всегда лежит на надбровной дуге. И мы сейчас еще с вами разберем вот такую интересную картинку. Здесь тоже очень хорошо видно, смотрите, как у нас выглядит скелет, глазница сбоку. Вот здесь вот видно уже глаз посажен. Вот это, кстати, обрубовка. И если есть возможность, чтобы разобрать свет и тень, как падают и где объем у нас создается, если у вас есть возможность такую штуку купить, это голова, на которую вы можете посветить любой кольцевой лампой и попытаться ее рисовать. Так как вы мастер перманентного макияжа, вы все равно немножко художник, и чем больше вы будете рисовать, тем больше у вас будет четкости в руке, насмотренности на свет, на тень, на объем, на размер. Поэтому всегда рекомендую рисовать, потому что если вы выбрали это в своей профессии, вы должны тренироваться в этом постоянно. Итак, смотрите, на этой обрубовке очень хорошо видно, где у нас располагается вот этот перепад плоскостей. То есть вот у нас граница между лбом и виском. Она вот так вот идет. И вот у нас надбровная дуга, я ее обвожу. И вот здесь вот посередине, в идеале, должна располагаться бровь. Какой она будет длины, ширины, это уже вторично. Но она должна располагаться вот на этой вот самой, смотрите, вот на этой самой выпуклой части. Вот, женская бровь всегда лежит на вот этой самой выпуклой части. Мужская бровь может уходить вот сюда, вот ниже. Вот здесь тоже обрубовка очень классная, смотрите. Вот у нас получается висок, перепад плоскостей. Вот у нас лоб, висок, лоб. И вот в глазницу уходит у нас третья плоскость. Вот здесь всегда расположена у нас бровь. Вот ее зона расположения. Вот здесь вот смотрите сбоку. Вот она на ребре прям лежит. Вот здесь она лежит. То есть смотрите, вот так у нас течет вода, доходит до брови и стекает либо вот сюда, либо вот сюда. То есть прям надо понимать функционал брови для того, чтобы ее расположить правильно, для того, чтобы она выглядела натурально, естественно, находилась там, где ей нужно находиться. И вот, конечно, в разных случаях по-разному, но вот здесь вот примерно начинается бровь, вот так она идет. Вот здесь вот. Ширина ее уже может быть абсолютно разной, то есть она может быть вот вообще вот такой тоненькой. Главное, чтобы она находилась на нужном месте. Вот это наша программа «Максимум». Так, с расположением, я думаю, мы разобрались. Теперь нам нужно разобраться с объемом. Смотрите, кстати, на этом лице очень тоже хорошо видно, как создается объем. Что такое надбровная дуга? Это такое вот выпуклость такая, смотрите. Вот я сейчас как бы обтекаю ее, чтобы вам было более понятно. То есть вот она вот таким образом создана. И получается, что у нас самое темное место, самая глубокая тень у нас находится вот здесь. То есть там в стыке между глазом и веком. На брови у нас самое, смотрите, светлое место, оно и здесь тоже освещено, вот здесь. То есть это зона падающего света сверху, света солнца, света лампы в помещении. Мы не говорим о кольцевых лампах, которые используем в работе, чтобы у нас не было света и тени, чтобы было хорошо, красиво выглядело лицо до-после, чтобы была видна работа, чтобы клиент себе нравился. Но если сомневаетесь хоть чуть-чуть, просто возьмите лампу, поднимите выше вашего клиента или вообще ее просто выключите. Наверняка у вас есть падающий свет с потолка, и вы сразу увидите, как выглядит ваше лицо, лицо вашего клиента, где находятся у него самые освещенные части. И, естественно, вот эти перепады все плоскостей. Если вы это сделаете перед тем, как начать рисовать, например, если перед вами
аллопеция, или вы вдруг задумали черное, чтобы нарисовать бровь повыше, посмотрите со всех сторон на вашего клиента и поймите, что выше рисовать нельзя. То есть вот на этой освещенной части только верхняя часть вашей брови должна находиться. Потом у нас идет зона полутени. Я ее вот таким образом оранжевым цветом выделю. И затем у нас идет зона, ну давайте вот таким выделю ее, зона тени на брови. Ну, шире бровь вряд ли вы будете рисовать, чем то, что я нарисовала. Поэтому вот здесь вам должно быть хорошо понятно. Сейчас я другую картинку покажу, тоже классную, смотрите. Вот, это скульптура Аль Пачино, если кто-то не узнал в молодости. Это время крестного отца у него. Так, смотрите, вот у нас волоски, которые отлично видно, освещены сверху, да. Вот эта бровь, кстати, ну, достаточно тонкая, и ее можно сравнивать с женской. Вот здесь у нас находится зона волосков, которые в полутени, но все еще освещены. И вот здесь у нас находятся волоски, которые находятся уже в глубокой тени, то есть они там снизу. А потом, смотрите, начинается освещенная часть снова. Вот она у нас. А вот здесь у нас самая темная, самая глубокая тень начинается вот в этой складке внутри. Ну и вот здесь, соответственно, тоже. И вот место, о котором я говорила. То есть вот здесь вот примерно треугольник. Он разной формы, конечно, у всех. У кого-то ярко выраженный, у кого-то это зависит еще очень сильно от формы носа. И вот эта зона, смотрите, от которой мы пляшем, то есть центральная линия, вот в переносице, потому что это самое стабильное место на лице, потому что кончик носа может в сторону смотреть, потому что губы могут из-за мимики быть асимметричными, даже подбородок может быть асимметричным, но в принципе вот эта зона практически всегда идеально симметричная, и уже от нее вы можете плясать в поиске начала бровей и вообще расположения бровей на переносице. Ни в коем случае не вот от вот этих складок, потому что очень многие отстраиваются от складки, но она почти всегда не по центру. Итак, про объем бровей. У нас получается, что бровь лежит на самой выпуклой части надбровной дуги. И у нее есть очень ярко освещенная часть, она сверху находится, в принципе, сама бровь, и темная часть по низу, которая создана тенью от волосков. Или если бровь лежит прямо внутри глазницы, такое тоже редко, но бывает. Вот, например, вот эти брови, смотрите, через там лет, не знаю, 20-30, когда девушка станет уже старушкой, они осядут еще ниже и будут находиться прямо вот здесь вот в глазнице. И тогда, конечно, у них они будут как бы в тени находиться. Но пока лицо молодое, брови все равно находятся на максимально выпуклой части. И, естественно, они освещены. И никаких теней как бы сказать, бровь не находится в глазнице, там в глубине, чтобы у нее была какая-то своя тень. Поэтому... чтобы она находилась прям в тени глазницы. Поэтому всегда наша бровь состоит из таких вот деталей, то есть вот эта часть освещена, вот эта часть самая яркая, вот эта самая насыщенная, да, потому что там соединение пучков, основных волосков и падающая тень вот от самих этих волосков. И вот эта часть, она уже начинает быть рыхлой, потому что мало волосков, нижняя, и потому что у нас там появляется выпуклая часть, вот я еще раз покажу нашего товарища, то есть вот эта часть уже начинает снова быть освещена очень часто, и особенно у женщин. Поэтому у нас объем создается при помощи яркой части в середине, вот здесь посередине чаще всего. Причем еще есть такая деталь, смотрите, у каждого пучка условного есть своя падающая тень. Поэтому, если вы хотите совсем большого реализма, то вы помните об этом тоже. Мы, конечно, будем еще много раз к этому возвращаться. Бровь имеет объем, освещенную часть, слегка освещенную часть, теневую часть, но еще и каждый пучок на брови тоже имеет объем. Поэтому мы будем заморачиваться в дальнейшем, особенно когда вы начнете работать с аллопециями. Мы будем с вами очень хорошо прорабатывать вот эти вот места, где пучки имеют освещенную часть и падающую тень от них же, от пучков.
но просто сейчас вы тоже должны это иметь в виду, понимать четко, находить четко место для брови, потому что, ну, не на всех лицах вот так хорошо видно. Вот настолько ярко выраженная надбровная дуга и переход от виска к лбу и в глазницу. Потому что вот смотрите, например, возьмем вот такое молодое лицо. Смотрите. Ну, конечно, наверное, сложно перепутать лоб и висок, да, где у нас заканчивается лоб и начинается висок. То есть вот у нас идет лоб, потом излом, там, где находится излом, там у нас начинается перепад на висок. Вот эта часть, видите, я говорила, почти у всех женщин она ярко освещена. Смотрите, вот у нас вот эта мягкая часть, то есть вот это вот как раз-таки жирок. Вот здесь у нас кость, вот здесь у нас тоже жирок, чаще всего, особенно на молодых лицах. И вот здесь вот у нас находится вот этот треугольник, он всегда должен быть пустой, и от него начинаются волоски. И этот треугольник, это вот это самое продолжение носа. То есть у нас здесь идет перепад плоскостей. То есть вот у нас переносится, и вот здесь у нас идет вглубь уже. И вот этот треугольник все еще освещен, от него начинают расти волоски. И получается, что дальше вглубь глазу идет тень, а вот эта часть еще более освещена, потому что она плоская и потому что падает свет. Поэтому обязательно отстраивайтесь от этого, чтобы бровь села на место. Смотрите, вот это место, о котором я говорю. Вот здесь оно очень такое волосатая бровь. Вот у нас получается самая освещенная часть у нас вот это, потому что нос идет, вот он как бы вот сюда вперед выдвигается, и он освещен, кончик носа тоже освещен. Вот эта часть самая освещенная, ну потому что у нас надбровные дуги начинаются, и чем они более ярко выражены, тем больше там будет света. И вот у нас идет, сейчас все уберу. Смотрите, тень, то есть идет перепад плоскости вглубь, вот сюда. И вот здесь вот уже начинает быть освещенная часть, и мы можем найти вот этот вот треугольник, на котором брови еще не растут, но от него они уже начинают расти выше. Потом, где еще чаще всего у нас располагается бровь? Вот эта вот ямка, смотрите. Получается, у нас заканчивается глаз, потом вот такая освещенная часть. И вот здесь вот тень, вот эта. У кого-то она ярко выражена, у азиатов, например, ее почти не видно. Но вот эта ямка, она может вам служить как ориентир. То есть вот смотрите, вот с этой зоны бровь уже совершенно точно всем пойдет. Не все хотят вот такие волоски, которые торчат, которые сходятся к переносице. Многие люди хотят, наоборот, четкую ровную линию. И получается, что в основном вот от этой ямки вверх, если вертикально подняться, у вас будет начало брови. Если от окончания глаза подняться вверх, у вас также будет излом примерно в этом месте. Вот плюс-минус на долю миллиметра он может скакать, но в общем и целом можно сказать, что излом находится именно там. Ну и хвостик брови уже кто-то вот играет вот такими вот вещами. То есть можно смотреть вот таким образом. Я обычно это делаю на глаз. То есть длину хвостика брови я определяю, идет, не идет, и чтобы сильно не завалить. И вот здесь вот у нас такая шикарная бровь, у нее получается головка ниже, чем хвостик, причем достаточно существенно, смотрите. Это очень красиво, летящие восходящие брови. Если получается, работаем так, но в пределах нормы будет считаться, если головка и хвостик находятся на одной зоне. На одной плоскости, вернее. Это тоже будет красиво. Но, естественно, вот такие шикарные брови я бы ни за что на свете не стала портить и там удалять хвостик, опускать бровь. Нет, это не нужно делать. Совершенно точно. Но вы должны понимать, что если бы не было хвостов, например, такая бровь тоже стала бы отлично, и все были довольны. Поэтому имейте в виду, есть два положения. Головка и хвостик на одном уровне, или головка и хвостик не на одном уровне, когда хвостик поднят выше. Вот здесь, смотрите, очень хорошо объем можно наблюдать. Здесь освещение тоже идет сверху. И даже если брови одного цвета,
то падающий свет высвечивает и делает верхнюю часть бровей очень такими светлыми и гораздо более какими-то теплыми, желтоватыми, если это, ну, такие русые, каштановые брови. Вот эту часть, вот она у нас самая насыщенная, и она у нас, получается, находится, смотрите, вот если посмотреть сбоку, вот это прям козырек из волосков, и падающая тень просто от выпуклости, как козырек над подъездом, создает тень. Представьте себе, что бровь нарисована вот здесь. Нелепее ничего быть не может просто. Ну и по нижней части тоже полутень, потому что рыхлые волоски. И потому что, ну вот в этом конкретном глазу, конечно, не пахнет никакой полутенью, потому что глазница прям глубокая. Глаз посажен довольно глубоко. Но у женщин почти всегда глаз чуть более выдвинут. Все-таки мужчины у нас на войне, за мамонтами охотятся, глаза беречь надо, поэтому у них гораздо более агрессивная надбровная дуга, чем у женщин. Так, и что мы здесь еще с вами не разобрали? Мы не разобрали меня. Смотрите, перед вами лицо мое, и на нем нужно посадить бровь. Я вот хотела показать, чтобы вы не путали, потому что вот несколько лет назад у меня была вот эта вот еще проблема, вот это грыжа. И от нее отстраиваться не нужно, потому что у нас были занятия, на которых мне рисовали брови. И это было, конечно, сюрреалистично. Кто-то рисовал их вот где-то вот здесь прям, кто-то рисовал их вот прям вот здесь. Потому что вот они считают, что вот этот треугольник, вот он, что это вот он, от которого растут брови. Но нет, на самом деле можно проследить. Вот смотрите, идет у нас переносица. И даже на моем лице она не сильно выпуклая. Есть лица гораздо более, где прорисована эта часть. То есть вот у нас, получается, идет переносица. Вот здесь вот этот треугольник. И вот здесь, который мы не трогаем. Вот это не оно. Это просто грыжа. Выпуклая часть у меня, я ее убрала. И вот отсюда уже начинается бровь. То есть вот у нас перепад плоскостей. То есть это лицо освещено прямо. Но если представить себе, то вот здесь вот висок у нас получается. Вот здесь у нас перепад плоскостей. И вот здесь вот именно расположена должна быть бровь. То есть вот тут она начинается. Вот она проходит. И вот здесь вот она у нас заканчивается. То есть вот на самой выпуклой части. Если сомневаетесь или вам светит лампа, выключите ее, посмотрите, где находится надбровная дуга. Опять смотрите, излом у нас находится на конце глаза. Вот эта ямка, от которой я говорила. И от нее мы начинаем головку. Вот она, видите? Очень хорошо видна. То есть глаз заканчивается, вот это все освещенное мы не трогаем. И вот от этой ямки отстраиваемся вверх. От вот этой линии поднимаемся, находим излом. И наша задача просто уже потом соединить все. Как строить бровь, будем говорить в следующем уроке. А на этом уроке просто накидайте, как видите. Вот такой был у нас урок сегодня. Я надеюсь, вы точно поняли сейчас, где у нас должна располагаться бровь, потому что найти место для брови, вот эта вот мышечная площадка, которая, кстати, у большого количества женщин не шевелится из-за того, что обездвижена ботоксом, например. Но если получится, то попросите клиента похмуриться, вы тоже четко увидите, вот это место двигается. У мужчин это очень хорошо видно, у детей тоже. А некоторые женщины вам могут испортить картину. Поэтому смотрите на лица, смотрите, где располагаются брови, не рисуйте их гораздо выше, потому что это совсем не место для бровей. И встретимся с вами на следующем уроке.